Они такие большие, что они не помещаются. Они как-то легли все вот эти в одном направлении. Да, надо их снимать издалека. Угу. Еще даже ниже надо. Вот этот вот изгиб будем удалять визуально, чтобы смотрелся ровно. Да-да, мы снова на участке воюем с монстрами. Только на этот раз все гораздо серьезнее. Их так потрепала жизнь, что они все валятся в разные стороны. Вы видите, что творится? Как наклонился можжевельник. А высота у них просто офигенная. Красавцы. Честно говоря, в хорошем состоянии. Нет вредителей и практически нет болезней. Поэтому я взялась их спасать в очередной раз. Хотя хозяйка хочет их уже под раздачу пустить, то есть на выкорчевку. Но я сказала, что попытаюсь изменить ситуацию, вернее исправить ситуацию хотя бы зрительно. Посмотрим, что у меня получится. Да, вы тут увидите разбитую беседку и подумаете, на каких это она руинах тут снимает. Ну, это отголоски 22 года. Как-никак мы в Мариуполе. Люди восстанавливали дом, а теперь очередь дошла до участка. Чтобы оно как было, потом сравнить можно. Уже вот первый подстригли, лучше стал. Начали стричь. Угу. Вот это низ, да, ножка. Они такие большие, что они не помещаются. Они как-то легли все вот эти в одном направлении. Вообще, это участок мой. Делала я когда-то. Очень давно. Так давно, что даже не помню когда. Но с моего ландшафтного дизайна здесь остались только эти можжевельники, конечно. И хозяйка их так очень любит, они ей нравятся, что очень сильно меня просила их как-то сохранить. Да, но с другой стороны дома есть еще несколько огромных можжевельников, которых нужно немножко уменьшить и привести в порядок. В общем, работы здесь хватает. Ну а как мы с этими можжевельниками работали, уже покажу в следующем ролике. У меня стоит задача с этими можжевельниками выровнять их и по высоте, и в плоскости, чтобы хотя бы они визуально смотрелись более-менее ровно, а не валились в разные стороны. Нет, ниже. Он поднялся и пеньком стал. Ну хорошо. Ну давай, показывай мне. Это что-то низко. Там мне ж надо сравнить. А если я встану на парапет, я с тем не сравню. Мне же высоту надо. Плюс учитывать ветки. Давай, наверное, выше. Выше. Вот давай ставь ножовку, я буду смотреть. Выше. Он же ровный и узкий. Мы же с него можем и его и задействовать, как на макушку сможем. Так, нет, ниже. Чуть-чуть ниже. Давай по чуть-чуть ниже будем. Да, давай здесь. Да. Вот так вот происходит рабочий процесс. Потому что когда он там стоит на высоте, уткнувшись физиономией в можжевельник, он нифига не видит. И мне приходится ему буквально корректировать по веточке. Так, теперь левее возьми ветку. Видишь, опускаются вниз ветки, левее. Ну вот эту можешь, да, прямо вот тут, да, откусывай давай ее. Тебе, чтобы не мешало. Да, вот это я имела в виду. И теперь чуть выше рядом ветка, да. Угу. Это справа. Вот здесь, да, точно. И
Теперь левее граничит с соседним можжевельником. Ниже. Да, давай так. Как же их визуально выровнять? Значит, что я хочу сделать? Я вижу, что зеленая масса у них начинает расти снизу от земли на разном уровне. То есть у каждого можжевельника есть своя ножка, но разной высоты. В первую очередь я выравниваю ножку, чтобы это как бы смотрелось визуально красиво, чтобы вся зеленая масса начиналась с одной высоты. Сделать эту ножку нужно одинаково с двух сторон, чтобы они смотрелись одинаково и с левой, и с правой стороны. Визуально будет смотреться красиво, так как вегетативная масса, зеленая масса, уже на этих ножках не нарастет никак. Поэтому в данной ситуации лучше выровнять, сделать один уровень. Ну и в конце концов, если не нравятся такие ножки, можно впереди посадить какие-то растения или кусты, или вообще сказать, что так и было все задумано. В принципе, когда они будут аккуратно подстрижены, в одной плоскости, одна высота, то это будет смотреться гармонично. Посажены эти можжевельники слева и справа от беседки полукругом, поэтому при стрижке придется повторить этот такой слабый полукруг и подстричь их, постараться, чтобы они не были лохматыми, не смотрелись, а более была такая полукруглая плоскость. Ну, конечно, здесь сложно это сделать, потому что они завалены еще в разные стороны, но можно сделать. Постараться, конечно, получится. Убрать эту заваленность можжевельников можно ровной плоской стрижкой. Берем эти плоскости и по горизонтали, и по вертикали, не обращая внимания на то, как они и куда валятся. То есть мы не ориентируемся на макушки можжевельников. Макушку нужно будет выровнять искусственно, переведя центральный ствол на боковую ветку. Справа от беседки можжевельник валится влево, с ним придется повозиться. А вот с левой стороны можжевельник валится на общую массу, то есть влево валится. И там не надо будет выводить как бы макушку. Достаточно просто бок выровнять и по высоте, чтобы смотрелись две стороны. Вот такие вот огромные ветки, макушки мы срезаем сверху. Если мы не уберем высоту можжевельников, то есть их парусность, они будут так и продолжать валиться в разные стороны. Со временем конец у них будет плачевный. Это просто дело времени. Я и так удивлена, что они такой длительный период и еще хорошо держатся в земле. Перед тем, как начать стричь, я их, конечно, хорошо обследовала. На них много и поломанных веток, там и осколки по ним попали. На одном можжевельнике даже там пол можжевельника нет, но хорошо, что со стороны здания и там не видно. И хочу заметить, что вредителей я в них не обнаружила, что бывает очень редко в такой ситуации. Хозяйка пыталась их выровнять веревками, но хочу сказать, что это никогда не помогает. Даже их пыталась там обкапывать и как-то оставить ровно. Этот вот изгиб будем удалять и переводить эту макушку на боковую ветку, чтобы выровнять этот наклон визуально, чтобы смотрелся ровно. Вот в этом месте. Вот, видно хорошо. Вот тут. И эту тоже немножко больше оставь.
Нет, это ты много. Нет, ну где мы резали только что? Да, приблизительно так. Давай вот эти боковые, которые, да. Нет, ниже. Вот здесь, да. Вот здесь. Угу. И сейчас еще, знаешь, центральную. Я отойду кусачками, которые вот это влево клонятся. Но мне надо сейчас, подожди, я сравню немножко с теми. Высота хоть должна как-то совпадать. А ну поднимай кусачки. А ну давай вот так пока. В этом уровне посрезай, только так ровно. Там, ну, как бы это. У нас площадка там будет ровная. Еще режь. Это детали пока не надо, а основные. Визуально выровняли можжевельник. Убрали у него наклон. Выходим на один уровень с левой стороной. Будем еще делать такой же высоты ножку. Там, правда, еще с макушкой нужно поработать у можжевельники. Никак не дотянемся до самого верха. С моей стороны, вот откуда я сейчас снимаю, кажется, что можжевельники растут в одной плоскости, в одну линию. Но на самом деле это не так. Растут они легким таким полукругом, как я уже говорила. Соответственно, и выстригаем переднюю часть, стараемся полукругом. Здесь один можжевельник, первый можжевельник завалился. Второй можжевельник нам пришлось половину его со стороны здания удалить, потому что там попал осколок, и он его перерубил, он там засох. Мы вырезали. В общем, образовалась вот такая вот пустота, дырка. Это, конечно, немножко портит картину, но если в перспективе корректировать и делать корректирующие стрижки, то давать как бы так стричь, давать, чтобы середина между ними с можжевельников срасталась, чтобы нарастал объем, то есть не выстригать, не разделять. Пока это так, но со временем они сомкнутся. Да, с этой стороны здесь можжевельники вообще как неваляшки валятся. И первый валится, и последний валится. Еще и пустота, конечно, дырка такая появилась. По идее, между ними можно подсадить можжевельник какой-то высокий, так быстрее он пустоту заполнит. Да, фонтан был классный лет 15 назад. Но смотрю, он еще так и неплохо сохранился. Хозяйка хочет, может быть, со следующего года восстановить участок. Потому что сейчас он такой совсем пустой, голый. Она рассказывала, что здесь в 22-м году танки стояли у нее. Вот здесь, на этом месте. Это уже тут деревья все, что остались, фруктовые. Можжевельники были на углах. В общем, было еще много тут разных растений, газон, соответственно, ну, все пропало. Она, конечно, сама просидела 2 месяца в подвале, одна женщина, уже в возрасте. В общем, ей тут досталось, конечно. Что мы в результате имеем? Конечно, это первая стрижка, как я говорю, продрать глаза в этой ситуации, потому что они были сильно запущены. С ними много лет ничего не делали. Конечно, наклон здесь очень сильный у можжевельников. Но хозяйка говорит, что это у нас был как-то пару раз ураган. И вот она говорит, что после этого урагана так вот сильно они наклонились. Они были тогда еще моложе. Но хочу сказать, я их так потрясла, потрогала, очень плотно держатся. Градус наклона очень большой, но они даже не шатаются. Так что я думаю, они уже как-то адаптировались, можжевельники, к этой наклонной ситуации и уже хорошо вросли в землю под этим острым углом. Вот у нас такая как бы плоскость
получилось с легким закруглением. Подстригли их в один уровень. Ну, с высотой, конечно, там какие-то были выше можжевельники, какие-то ниже. Соответственно, верх был более плотный, более разряженный. Здесь вот вообще мы перевели на боковую. То есть мы удалили центральный ствол, там их два было, и перевели на боковую ветку, чтобы выровнять визуально наклон. А по ножке, конечно, наклон видно. Здесь тоже первый и второй с сильным наклоном. Этот был можжевельник, вообще лежал на беседке, очень сильно был наклонен. Ну, визуально выровняли. Объем будет нарастать вверху, то есть когда чем чаще стрижешь, делаешь как бы прищипку кончиком у можжевельника, он хорошо на это реагирует и быстро начинает набирать объем. Вот здесь вот я надеюсь тоже, что объем в перспективе наберется. Вот здесь мы совсем нам пришлось срезать. Здесь на стяжках стоит. Мало того, что еще он разломился. Но вот та часть, которая была в разломе плохая, там перебит был осколком. И он, конечно, совсем пропал. Ну, то есть можжевельник живой, пытается выжить. Еще даже в этом году дал прирост молодой. Но думаю, в перспективе все будет нормально. Тем более с этой стороны как бы не очень видно. Это уже я показываю со стороны забора, будем так говорить. Он, конечно, здесь более редкий, потому что здесь больше был поврежден осколками. Вот хорошо, что повреждения были основные не с лицевой части можжевельников. Хочу сказать, что стричь мы будем теперь каждый год, делать такую корректирующую стрижку. Нельзя вот так вот подстригли кардинально и бросили, а дальше вот расти как хочешь. Для того, чтобы нам привести в порядок, чтобы можжевельники эти с годами приобрели больше декоративности и срослись по задумке, то есть в виде живой изгороди, значит, нужно каждый год подходить и делать корректирующую стрижку, стимулировать к образованию объема и новых боковых веточек. Друзья, оцените мою работу лайками, подпиской, пишите комментарии. До новых встреч!